Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Давно я ничего не снимала, это у меня уже коронная фраза. Но, в общем-то, у меня не было ни настроения, ни желания, поэтому, в общем, съемки не было. Но я все это время вязала. Эти 2-3 недели я вязала из полухлопка и немножечко из плюша. Как обычно я вяжу и тут, и тут, ну, в общем, я уже об этом рассказывала. Итак, у меня здесь куча заготовок. Ну, в общем, пока я их не собрала, решила, так сказать, подключиться и показать, что это у меня новые игрушки, чтобы, ну, не знаю, никто не подумал, что я показываю одни и те же игрушки в видео. Вот. Поэтому, ну, в общем, поняли, да? Показываю, что это процесс, а потом показываю, что это готовые работы. Потому что у меня все игрушечки одинаковые, и ну, ощущение, что я все одно и то же показываю. Также у меня здесь и вот авокотики. Я уже 2 партии отправляла их, и вот снова вяжу, потому что они там продались. В этот раз у меня заказали игрушечки по моим мастер-классам. Это вот такие вот 3 собачки. Мастер-классы бесплатные есть на моем канале. Это схема, много игрушек по одной схеме. Ну, я вам оставлю ссылочку на тело игрушки, потому что там тело одно, такое вот цельновязанное. Вот здесь вот закрывается. И потом у меня под этим видео есть ссылочки на отдельные мастер-классы, где там коротенькие такие видео, как связать детальки, может быть, какое-то оформление там, ну, в общем, по мелочи. А так, в принципе, схема одна. Сначала они вот так несуразно выглядят, но потом приобретают, так сказать, оформление и выглядят получше. Ушки я здесь вязала, но оставила длинный кончик, чтобы потом подшить, чтобы они не торчали. Да, можно приколоть иголочками, они тоже не будут торчать, но я подшиваю. Так, более сильнее они прилегают. И вышло солнышко, в общем-то. Ну, я думаю, все равно будет понятно, что я тут показываю. Это же не стемнело, а наоборот стало светлее. Так, а здесь у меня 3 котика. Ну, 3 заготовки на котика. 2 вот таких вот заготовочки. Не, ну это ощущение, что... Смотрите, ощущение, что один глаз ниже второго. Ну да. Серьезно. Хотя вставлены они в одном и том же ряду и все такое. Ну, в общем-то, надо примять, пожамкать, и все станет на свои места. Но ощущение, конечно, что один вверх, другой вниз. Это у меня будет коала. И у меня еще здесь куча вот таких вот заготовочек. Это мастер-класс иностранный. У меня здесь 3 лягушечки будет. Но так как там из разных партий у меня ниточки, поэтому у меня в разных корзинках, чтобы не спутать. Просто вот этот зеленый оттеночек, у меня было 2 моточка, они из разных партий, и они по цвету немного отличаются. Ну и, в общем, чтобы не пришить глазки или там голову из другой партии, у меня все по отдельным корзинкам лежит. Так, и еще у меня вот здесь вот осталось сегодня довязать одну заготовочку для пчелки. И потом все это дело я буду оформлять, шить, пришивать. Вот такие вот дела. Здесь у меня еще вот жирафики лежат, не собранные. Ушки для котиков. Здесь, в общем, много всего-всего. Есть еще вот такие вот лапки. Вот такие вот носики.
Но это уже будет немножко в другой заказ. Но я еще вяжу вот таких вот ежиков. Вы не поверите, я знаю, что много лет уже вяжут этих ежиков, но я ежиков вязала впервые. Они такие маленькие. Получились там, по-моему, буквально 9 сантиметров или 8. Так, ну, в общем, не помню. Я потом, когда буду уже показывать все готовые работы, я замерю. Ну, что-то они там вообще малипусечки получились. Единственное, что я замерила, так сказать, взвесила, это что вот этого плюша хватает 15 грамм на ежика. Вот. Сначала я здесь носик пришивала, вязала отдельно и пришивала. А потом вязала заготовки такие вот, знаете, сразу же вывязывала столбики, меняла цвет и вязала потом вот цветом головы. Вот так. Это что? Это собачки мордочка. Ну, в общем, там экспериментировала, и вот мне показалось, что лучше вывязывать. Так и быстрее дело будет, и поаккуратнее выглядит. В общем, вот такая вот история. У меня, видите, сколько много работы, которые я не люблю. Ну, в общем, сначала вот эту вот еще довяжу. Ну, пока такой хороший денечек, я решила немножко отснять видео и показать, чем я здесь занимаюсь, куда я пропала настолько надолго. Ну, по сути, мне просто нечего было и показывать. И, знаете, я давно не вязалась полухлопка, и, так сказать, ну, тяжеловато идет он. Из плюша, конечно, я бы больше и быстрее связала. Я отвыкла от маленького крючка, я бы сказала. Я не скажу, что там какая-то плохая вязка стала или еще что-то. Но крючок я взяла уже 2,25, потому что двойкой сильно затягивала. И, в общем-то, игрушки получались меньше, чем они должны быть. И, в общем-то, я решила, что буду вязать побольше крючком. Вот такие вот делишки. И здесь у меня еще тоже все в заготовках. Наверное, уже поняли, что это львенок. Таких я уже вязала, ну вот попросили еще одного, так сказать, вне заказа. И знаете, у меня же несколько заказчиков, и я, ну вот, кому-то вязала из 28 и 44, да, цвета. А кому-то вязала из более светлого, он 37. Да, по-моему, 37 такой горчичный. Ну и, в общем, я вот эти вот лапки связала. Собралась уже вязать, потом думаю, посмотрю, каким цветом нужно гриву сделать. У меня там все записано. И начала смотреть и поняла, что, в общем, не те детали я связала, не из того цвета. Вот, а так как мне нужно было связать именно такую игрушку, как уже была, ну и попросили там хвостик подлиннее, потоньше. Ну, видите, он у меня немножко другой. Не такой, как предыдущих львят. Вот. И я поняла, что не из того цвета я связала вот эти нижние части. И, соответственно, грива у меня тогда будет, ну, вот такая темная. И, в общем-то, перевязала это все дело. Но еще не собрала. И, понятное дело, что здесь еще надо утяжки. И собрать, гриву вывязать. Но, по крайней мере, хоть немножко я разбавляю полухлопок вот такими вот игрушечками. Да, оказывается, что, я бы так сказала, совершенно невыгодно вязать из полухлопка. Ну, это в плане заработка, да? Или в плане времени. Игрушки, конечно, из полухлопка выглядят иначе, чем из плюша. Но плюш тактильно приятнее и вяжется быстрее. И продается, наверное, лучше. Вот так вот. Ну, в общем-то, пока мне больше нечего вам показать. Когда я соберу вот эти вот все игрушечки, то я подключусь и покажу вам, что у меня получилось. Хоть вы и видели эти все игрушки, но, в общем, покажу вам их все в кучке.
Кстати, если заметили, то здесь глазки на разном расстоянии, потому что у коалы здесь носик будет, а у котика так поближе. Но в основном у меня здесь на 8 столбиков расстояние. Вот, ну и также у кого-то я ниже ставлю, у кого-то выше, в зависимости от того, будет здесь мордочка или нет. Вот, у котика не будет здесь просто вышивка, ну, поэтому вот так. У коалы пониже, потому что, ну, у нее такое расположение. В общем, пошла я дальше вязать и уже подключусь к вам, не знаю через сколько. Я даже не представляю, сколько мне нужно времени, чтобы это все оформить. Ну, в общем-то, потом расскажу. Все, увидимся в следующем подключении. Пока-пока. Всем привет еще раз. Сегодня снимаю со штатива, а это значит, что сегодня буду показывать готовые работы. С последнего подключения у меня прошло уже 3 дня, можно сказать даже 4. И наконец-то я собрала игрушечки. Сейчас вам покажу, что у меня получилось. Буду показывать не в хронологическом порядке, а вот просто как возьму сейчас с корзинки, так и буду показывать. В предыдущем кусочке я показывала, что начинала вот такие вот полухлопковые игрушечки. У меня их в заказе в этот раз много. Большинство по моему мастер-классу. Я буду вот здесь вот добавлять подсказочки. Ну и также, как обычно, я все ссылки на игрушки оставлю под видео. Вот такая вот коала. Это мой мастер-класс. Это много игрушек по одной схеме. С таким вот телом можно связать множество разных игрушек. Ну, я думаю, кто не первый раз на моем канале, тот видел этот мастер-класс. Вот такая вот милашка. Кстати, я связала все игрушечки, и потом уже на следующий день вспомнила, что им нужно было довязать всем бактусы и там воротнички. Вот. Так, первая коала. Я, если честно, не знаю, что об игрушках этих рассказывать, так как я такие показывала. Ну и мастер-классы есть, да. Не знаю, говорить, из какого цвета связала. Но это, наверное, не особо тоже есть смысл, потому что по ним есть мастер-класс. И там я как бы показываю. Ну вот, допустим, вот это серый Ярнар джинс 80 оттенок. Беленький 62 и черный это Alize Cotton Gold. Ой, ну да, Alize Cotton Gold цвет 60. Так, дальше у меня котики. Вот такие вот они одинаковые и в то же время разные, потому что у них разные бактусы. Но если посмотреть на мордашки, то они одинаковые. И открою вам секрет, как этого добиться. Хотя не знаю, может кому-то это не секрет. Чтобы мне было легче вышивать и все делать, я вот первую игрушку вышиваю, ну, завожу ниточку, да, где-то. Вот, прям смотрю, на 4 столбика вышиваю усики. Вышила усики. Потом провожу ниточку там на 4 вот так вот столбика. У меня вот эта перемычка. Сюда вот 2 столбика, сюда 2 столбика. Потом вышиваю носик. Вот прям считаю. 7 раз вышила, ну, 7 стежков сделала на нос. Потом вот такие же усики здесь на 4 петельки. На 3 петельки глазик вышила. Вот здесь вот отсчитала также 1, 2, 3, 4. Сделала бровку. Потом беру такую же заготовку. Да, они у меня все одинаково вяжутся. Везде одинаковые прибавки, убавки. И получается просто копирую, как здесь сделала. По такому же количеству. И получается абсолютно одинаковые мордахи. Потому что у меня глазки в тех же местах. Вот. Ну, может быть, ушко где-то какое-то пришила не совсем, как сказать, в тех местах, ну, такими стежочками, да. Но вот именно вышивка мордашки, вот видите, она одинаковая. Все реснички в одну и ту же сторону, потому что на одно количество столбиков.
Это не то, что я прям там как-то стремлюсь их делать одинаковые там или еще что-то. Просто мне так проще. Наметил уже одну игрушку и все одинаково делаешь, не примеряйся, чтобы это было ровно, чтобы бровка косо, криво или нет. Криво. Ну, в общем, вы поняли, криво. Вот. И я всегда вышиваю именно в дырочке между столбиков. Так иголка не застреет и, ну, у меня, знаете, как вышивка крестиком. Вот этот столбик, это у меня клеточка. Вот. Вот такие вот дела. Бактусы, кстати, снимаются. Я, кстати, пока вязала бактусы, хотела снять мастер-класс на бактус, но так как в основном у меня все вяжут крючком, и, ну, не знаю, если очень-очень много будет запросов, я, конечно, напишу какое-то описание, да, или что-то. Но если там будет 2-3 человека, то я не буду этим заниматься. Это, ну, трата времени. А кто спицами вяжет, то, скорее всего, он может связать такой бактус, потому что он связан... Ой. Потому что этот бактус свяжется точно так же, как, например, связать на взрослого человека. Также вот от угла начинаем и с прибавочками делаем. Здесь у меня до 9 петель прибавки. И потом идут на убавки. Вот так вот. Следующие игрушечки это вот такие собачки. Также есть мастер-класс на собачку. Ну и на котика точно так же есть. Только некоторые мастер-классы подробные, а некоторые просто там схемы добавлены. Но как связать полностью тело, у меня есть попетельный мастер-класс. Вот тут оставлю ссылку, ну и также в описании все это будет. Вот такая вот собачка. Ей в пару вот такая. Ну, в принципе, они одинаковые. Разница вот только в цвете бактуса. Вот. Такие милахи. Далее, наверное, самые яркие. Это вот такие вот пчелки. Они мне нравятся больше всего. И знаете, я как-то, когда делала мастер-класс, не додумалась, что можно, допустим, добавить вот такой вот воротничок, и будет игрушка смотреться совсем по-другому. Но вот заказчица попросила какой-нибудь аксессуар им придумать, и я связала вот такие вот жабо. Они съемные. Ну, вдруг кому-то не понравится цвет или еще что-то. Допустим, останется пчелка только розовая. Ну, вот можно будет снять, и пчелка мальчику тоже подойдет. Ну, или, может быть, кто-то розовый цвет не любит. Я знаю, что есть девочки, которые вот прям против розового и все такое. Вот такие милахи. Здесь все так же, как и у котика. Видите, я рассказывала, все одинаково вышиваю. И вот здесь вот между бровок всегда одинаковое расстояние. Тут реснички одинаково. Вот здесь такие вот крылышки. И, кстати, когда жабо это повязываешь, то не видно здесь вот такого момента с крылышками, что здесь пространство. Ну, крылышки я пришивала. Можно их и вязать, но я решила пришивать, потому что не знала, как жабо сюда подойдет, не подойдет. Вот. Ну и так ровнее получается, если пришить. Вот. Такие красавчики. Давно не вязала из полухлопка, но, знаете, результат мне очень понравился, но палец мне очень натирала и, ну, отвыкла от полухлопка. Я обычно там, ну, немножко вяжу какие-то детали небольшие, либо там в заказе всего там 2-3 игрушечки с полухлопка. И вот последний я, наверное, вязала лягушек из полухлопка, которые на каркасе. А вот так, чтобы много, я давно не вязала. И, в общем, я уже говорила в предыдущем видео, что это не совсем выгодно. Да, одно дело вязать для души и потом продать, да, а совсем другое дело, когда у тебя заказ и тебе, ну вот, нужно какому-то сроку связать, или там, например, тебе нужно вязать именно какие-то одинаковые игрушки, а не те, которые ты хочешь. Вот.
Ну, в общем, ладно. Это я не жалуюсь, а просто рассказываю. А то начнете мне там писать, не жалуйся и все такое. Так, не буду, наверное, убирать эту красоту. Просто вот так еще покажу. Здесь у меня еще игрушечки. Это игрушечки по иностранному мастер-классу. В общем, я знаю, что сейчас нету в продаже этого мастер-класса, так как я ранее оставляла ссылку на автора. Но знаю, что, ну, судя по видео, которым я смотрю, что есть такой где-то мастер-класс, слитый ВКонтакте. Потому что я вижу, девочки вяжут. Ну и так как у нас сейчас нету оплаты за рубеж, то явно он слитый. Вот. И вот такие вот жабки. Это, наверное, самые такие трудоемкие игрушки. И я понимаю, что не совсем правильно я на них ставлю цену. Но они такие маленькие. Ну, я не знаю, сколько здесь. 13 сантиметров. 13 сантиметров. И вот глазки надо пришить, щечки пришить, животик пришить. И такие трудозатраты у меня получаются не совсем адекватные цене. Ну, не знаю, у меня рука не поднимается поставить дороже. Может быть, если это был какой-то отдельный заказ, да, то есть какому-то человеку одну игрушку связать, может быть, тогда да. А так как это получается оптом, то, ну, в общем, цена, конечно, ниже. Вот, жирафики. В этот раз я им вот такие хвостики сделала. Мне показалось, что их не хватает. Хотя в мастер-классе их нету. Вот такие вот малыши. Ну, понятное дело, что ссылки у меня на них нету. Так, это из полухлопковых игрушек все. Сейчас я уберу этих малышей и покажу вам еще игрушечки, которые у меня есть в заказе. Там всего пару штук, но они новенькие. Ну как новенькие? Две новенькие, одна старенькая. Вот. Итак, следующая игрушка это вот такой вот львенок. Я уже показывала таких. Я как-то целых 10 штучек их вязала. И вот попросили еще одного, только сделать ему хвостик подлиннее и сделать его потоньше. Не знаю почему, но, в общем-то, вот так. Но мне, кстати, даже вот этот хвост больше понравился, чем я вязала там на 3 петельках шнур такой. А здесь я просто вязала воздушными петлями и, возвращаясь, столбики соединительные, по-моему, провязывала. Или просто столбики. Просто столбики, наверное. Что я уже забыла. Здесь у меня вот такая вот кисточка. И вот такая вот классная шевелюра. Она, кстати, в жизни покрасивее смотрится, чем если вот показывать на камеру. В жизни она прям такая, не знаю, объемная, красивая, ровненькая. А на камеру как какой-то одуванчик, который распадается. Ну, в общем, вот такой вот Левушка. Здесь вот у меня бровки. Вот так вот. Классная такая игрушка. И она связана по мастер-классу Мишка Пончик. Ссылочку на мастер-класс оставлю под видео. Все как обычно. Гриву я вязала по мастер-классу с канала Вязаные истории. У Юли там есть мастер-класс на львенка. Но тот львенок мне не подошел, так как заказчица именно просила по этому мастер-классу. Вот. Поэтому я оттуда взяла только гриву. Ну, так как просто не знала раньше, как вязать ее. И благодаря ее мастер-классу я теперь могу вязать вот такую вот шевелюру плюшевую. Вот. В общем, такая игрушечка. И далее у меня вот такие вот малыши. Точнее, один малыш, один не малыш. Так. В общем, это вот такие вот йоды. Это, как сказать, йода и мини-йода.
Так, одежда здесь съемная, но снимать не буду, потому что я уже замучилась одевать, снимать. То для фотографии надо было, то, в общем, измерить. Получается, вот такой вот малыш, он у меня получился 18 сантиметров. Вот этот вот маленький 14. И, кстати, у меня как-то был там такой смешной комментарий под видео, что я говорю неправильно размеры игрушек. Якобы в моей руке игрушка что-то там кажется больше, чем есть, или меньше. Ну, и, в общем, что-то там был такой комментарий, что рука от кончика пальца до запястья 14-15 сантиметров. В общем, я сейчас все буду руку мерять. Но смотрите, вот у меня игрушка 14 сантиметров. Видите? У меня до запястья еще вообще не хватает. Потому что у меня рука вот так вот. То ли 19, то ли 20 сантиметров. Ну, в общем, у меня не маленькая рука, и я и сама не маленькая. Вот. Поэтому кто там писал, что я обманываю? Ничего я не обманываю. У меня просто большие руки, поэтому игрушки кажутся меньше, чем они есть. Вот. Поэтому показывать на фоне себя и все остальное это немножко неправильно. Нужно именно с линейкой. Вот. Смотрите. Видите? Вот. Ровно 14 сантиметров. Ну, еще, кстати, камера как-то ну, захватывает неправильно. Вот, вот так, если показывать вот отсюда до сюда, видите, 14. А если вот так поставить, то получается, как будто ножек здесь не хватает. Но, видите, хватает. В общем, ладно, это так, отступление. Итак, наверное, вам интересно, по какому мастер-классу связано. Хотя, может быть, и не интересно. В общем, это мастер-класс Дарьи Баыш. Я, кстати, раньше думала, что просто говорят неправильно фамилию. Но нет, она вот такая вот необычная, Баыш. Но я так понимаю, что автор теперь сменил фамилию, и она Козенко. Козенко? Нет, Козенко, наверное. Вот. Ну, в общем, ссылочку я вам оставлю. Ну, и вот здесь вот покажу материалы. Я думаю, что это не принципиально то, что нужно, да, для мастер-класса. В принципе, кто приобретет его, будет знать хотя бы, что нужно для этого мастер-класса. И что еще хотела сказать. Моточка основного цвета. Вот этого Воланс 32 цвет, по-моему. Так. Вот. Одного моточка у меня хватило на 2 игрушки, на большую и на маленькую. И вот такой вот маленький остаток у меня остался. Ну, я не знаю, тут я не взвешивала, наверное, совсем чуть-чуть, несколько метров. Потому что он такой мягенький. Вот, так что имейте в виду, моточка хватает на маленького и большого йоду. Вот. Такие вот дела. Игрушка цельновязана, пришивается только 2 ушка. Здесь утяжечки, и мантия это снимается. Вот. Так вот это выглядит. Единственное, что я добавила в мантию 2 целых ряда. Целых 2 ряда. Да, потому что она получалась такая какая-то короткая. Вот такая вот. Я не знаю почему. Может быть, я там игрушку набила сильно или еще что-то. Может быть, не знаю, но, в общем, пришлось добавить по 2 ряда. Вот такие вот игрушечки у меня. И, знаете, когда я вязала из полухлопка, чтобы мне не наскучивал он, я еще вязала вот такие вот заготовки. У меня здесь их много, как видите. Это заготовки на динозавриков. Вот такие. И заготовочки на зайчиков. Здесь у меня еще хвостики есть. Я их потом пришиваю. Вот. Один у меня будет необычный, вот такой вот черненький.
Вот. Ну и вот остальные. Как-то так. Потому что, ну, постоянно вязать тоненький полухлопок как-то не вдохновляет меня в последнее время. Я даже крючок в этот раз взяла 2,25, чтобы не так туго затягивать. И плюс, чтобы игрушка чуть побольше получилась, потому что почему-то я, когда сейчас двойка вяжу, у меня очень маленькие игрушки получаются. До того плотность сильная, да, или так как сказать. Хотя я не затягиваю ничего, но почему-то, если ранее у меня игрушка была 15 сантиметров, то она там уже 14 становится. И это не совсем, ну, как-то правильно. Человек-то уже заказывал мне игрушки и знает, что игрушка там будет, да, 15, а она не получается у меня 15. Ни с ушками, никак. Поэтому пришлось увеличить крючок. Так, из таких вот готовых работ у меня это все. У меня еще есть там куча заготовочек на авокадо, там всякое вот, в общем, просто только начатые игрушечки. И надо бы, конечно, вязать по очереди. Связал, собрал, связал, собрал, но у меня не получается. Я вот даже зайцев этих навязала, а оформлять буду потом. Не могу ничего с этим поделать. Я пыталась, но у меня не получается. Я даже из полухлопка игрушки вязала. Ну, как вы видели, кучу всего навязала. Потом пришлось это все собирать и оформлять. Не могу себя никак заставить. Сколько уже вяжу, но вот все получается у меня какими-то партиями. И не получается сразу собирать. Ну что, на этом я закончу свой вязоблог. Думаю, он и так был очень богат игрушечками. Жалко, конечно, что у меня так редко выходит видео, и я ничего не могу с этим поделать. Я вроде бы пытаюсь, но мне нечего показывать. Вот вяжу я 3 котика. Ну что мне показывать? 3 одинаковые игрушечки, потом еще 3 одинаковые игрушечки. Ну, как бы нечего, а покупки у меня особо сейчас покупок нету. Ну, купила я там глазок 5 упаковочек, да, ну что мне их показывать? Или там пряжу. Пряжа вся одинаковая, волан с упаковочками я беру, потому что, ну, так дешевле получается. Ну, в общем, нечего показывать. Времени на мастер-классы нету, потому что и ремонт я еще делаю периодически. В общем, ну, то нет у меня дома, то еще что-то. Так что не теряйте. Не знаю, когда выйдет следующий влог, потому что если я скажу, что скоро, то он вообще не выйдет. Поэтому говорю я вам всем огромнейшее спасибо за просмотр. Спасибо, что еще меня смотрите, независимо от того, есть здесь мастер-класс или нет. Спасибо вам огромное за добрые комментарии, лайки. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.